Oh shit, I'm sorry. Нам надо ролик делать. Где там кнопочка? Блять, сука, ёбаный рот, нахуй! Приветики. Можете писать мне то, что я ленивая жопа, я ничего не делаю, мне на все насрать. Потому что мне на все насрать. Но канал поддерживать надо, так что сегодня мы поговорим про Call of Duty. С серией Call of Duty я познакомился еще в своем далеком детстве. Первой игрой для меня тогда была не сама первая часть Call of Duty, а ее дополнение United Offensive, если мне память не изменяет. Позже у меня еще тогда появился диск со второй частью Call of Duty. А потом это как-то все перешло в 2007 год, по-моему, и тогда я уже познакомился с Modern Warfare первым. Если сказать по-честному, мне первая Modern Warfare тогда не понравилась. Я не помню конкретно почему, может какие-то там механики или еще что-то мне в них не понравилось, но просто не понравилось. И чуть позже, уже в 2011 году, мне попался диск с Call of Duty Modern Warfare 2. Причем не абы как, а мне даже мать ее подарила. Я поиграл в него, и мне она тогда понравилась. Ну, то есть, там была отличная механика стрельбы, экшн-сцены великолепная, музыка отличная. Что еще нужно было для 2011 года? Понятное дело, то, что про сюжет там речи не идет, потому что сюжетов в Call of Duty вы чё, ребят, прикалываетесь, что ли? Причем на пиратке еще тогда была даже миссия «Ни слова по-русски». Я ввиду, похоже, своего возраста, но я был либо настолько тупым, что я просто не понимал сути этой миссии. То есть, только потом, уже когда в сознательном возрасте, я понял то, что террористы отстреливали русских. Блин, наблюдать за таким в 2020-м крайне неприятное зрелище. И так мы плавненько переместимся в 2020 год, когда вышел ремастер той самой Call of Duty. Вообще, если говорить про этот ремастер, то он вышел крайне странным. Начнем с того, что этот ремастер должен был выйти еще, внимание, в 2018 году. Об этом можно судить по утечке с сайта Amazon Italia, где были созданы страницы, соответствующие колде. Там как раз отчетливо и указано, что игра должна была выйти еще в 2018 году. Но то ли в руководство Activision там что-то зажопили или не поделили, то ли еще какая-то на то причина была. Но игра вышла в 2020 году. А во-вторых, я отношусь к багам, как вы знаете, довольно негативно. Одно дело, если это визуальные баги, которые попадаются при прохождении игры. От них никто не застрахован, и они могут всплыть в любой неожиданный момент, предугадать их, практически невозможно. Другое дело, серьезные технические баги, мешающие прохождению игры куда опаснее, так как они портят впечатление от игры. И вроде бы я вам сейчас рассказываю, вы могли подумать то, что я наткнулся на такое количество багов, но это не так. Их было мало, и они в большинстве своем были все визуальные. Но у меня возникает вопрос. Чем студия Binax, занимавшаяся ремастером игры, занималась эти 2 года, что они не могли пофиксить такие вот мелочи? И получается так, то что игра фактически валялась в стенах студии 2 года, и ею просто никто не занимался. И уж тем более я не прощу Binax запоротую ими миссию Whiskey Hotel. Свиньи, вы заставили мою жопу гореть буквально. Рассказываю, в чем суть. Начало у этой миссии начинается с того, что нам нужно подобраться к левому флангу и отбить у плохих русских Белый дом. Все бы ничего, я подбирался к левому флангу, но боты тупо начинают безбожно стрелять в тебя из Белого дома. Застрелить их всех не получится, они тупо спавнятся. А самое дебильное, то что выстрелы по тебе попадают из ниоткуда. То есть ты даже если банально и скроешься в окопе, они каким-то магическим образом умудряются попасть по тебе. И тут я понял, что игра банально заглючила, так как я не мог пробраться к левому флангу. Практически любое мое действие приравнивалось к моей смерти. Побегу напролом – смерть. Буду долго сидеть и отстреливаться – смерть. Помогло мне выбраться из такой ситуации банальное подползание и перебегу из одного укрытия к другому.
Причем я не помню, чтобы что-то подобное было в оригинальной Modern Warfare. И как вы уже наверняка поняли, мне это так нехило подпортило настроение, ибо я даже не мог предположить, что вроде бы игра идет нормально, без каких-либо проблем, и тут спустя такое время появляется такой ебический баг. Блядь. Меня уже задолбало, блядь. Ты задолбал это говнище, блядь, откуда стреляю? Ни хрена, блядь, не видно и непонятно. Сколько мне еще так сидеть отстреливать? Они бесконечно там спавнятся. Как это пройти? Я сейчас пулевой, я умру. Ну вот, ну, блин, ну, идиотская, блин, параша. Жопа горит. Бля, не могу, пиздец, какой ебаклан, блядь, это делал. Да пиздец, блядь. Я проклинаю этого ебаклака, блядь, который эту идиотию, блядь, кто придумал. А еще меня бесит то, что в игре ты с легкостью путаешь своих напарников и врагов. И у меня так часто выходило, что я вроде бы стрелял по противнику, но оказывается это был наш напарник. Их спутать довольно легко, а отличить можно только если вы наведете прицел и увидите позывной своего товарища. Ну, раз тема еще зашла про ботов и напарников, хочу сказать, что напарники, они очень тупые. Напарники тупые, они подставляются под пули. Только что сейчас было. Бывают такие моменты, что напарники начинают тебе попросту мешать, ты не можешь убежать откуда-либо, либо они встают у тебя на пути. И ладно, если бы это было один там или два раза, но это же многоразовый случай. Вот что это такое? Они прям встали у меня на порог. У входа. Ну вот что это за хрень? И как я должен пройти по-вашему? О, доперло, да? Наконец-то. ДПТР у нас срать абсолютно. Вон он проезжает. И он не стреляет тупо по нашим. Зато по мне, конечно же, стрелять будет. Логично. И остерегайтесь всегда машин в этой игре, они просто тут сумасшедшие. Да, блин, ты серьезно, что ли, а? Да, блин, тупорылые создания, эти тупые машины, блин. Не, ну нахер. Сейчас опять взорвется. Да, блин, да вы заколебали уже, да что? У меня жопа горит уже с этих машин. Просто их надо остерегаться, блядь, любым способом. Ладно, мне больше нечего добавить на этот счет. Давайте непосредственно перейдем к геймплейной части. Понимаете, суть в том, что оригинальный Modern Warfare 2 вышел в 2011 году. Просто сейчас это выглядит несколько устаревшим. То есть я сейчас привык к тому, что в современных шутерах есть такие механики по типу перекатов, там, укрытий за стенами, застроек, например. Хотя не, это говнище полное. Просто сейчас нынешняя устаревшая механика регенерации здоровья, где ты там, допустим, пострелял во врага, у тебя мало хп, отсиделся в одном месте, хп пополнилось, и ты снова идешь в бой. Если честно, это крайне устарело. Вы мне наверняка сейчас выкинете претензию по типа ремастер игры, она не предполагает в себе никаких изменений, кроме графических. И тут я не могу с вами не согласиться. Но как по мне, можно было бы это все доработать. Ведь если вспомните, в катсценах есть вещи, которые дополнили и без того оригинальные катсцены.
Просто к середине игры это все уже начинает наскучивать. Ты просто переходишь от одной стены к другой и отстреливаешь там врагов, и все. То есть в этом нет никакого веселья. Меня не покидает ощущение, что я из раза в раз перехожу просто в другой набор карт. То есть от одного уровня к другому. При этом как будто это вообще ничем не связано. В общем, мне уже наскучило это. Если честно, у меня создается ощущение, что это просто тупо отстрел ботов и не более того. Я не вижу смысла просто во всем происходящем. Может, конечно, это и выглядит местами круто и эффектно, но это очень быстро приедается. Просто это какой-то уже тир получается. По отстрелу ботов и не более того. Но на самом деле я бы хотел бы похвалить шутер-механику, потому что даже несмотря на свой возраст, играется это все вполне так же отлично. Оружие ощущается, и стрелять по врагам действительно доставляет удовольствие. И тут уже мое почтение Infinity Ward. Музыка в игре тоже довольно неплохая, а руку приложил сам Ханс Циммер. Это хитрожопый, когда умудрялся и в Crysis, и в колду попасть. Хитрожопый, смотри. Итак, я в принципе все сказал, давайте непосредственно перейдем к выводу. Итак, если оценивать, я бы поставил Call of Duty Modern Warfare ремастеру 7 баллов из 10. Здесь все ограничивается лишь устаревшими механиками и банальными недоработками. Для меня до сих пор остается вопрос, что они делали эти 2 года? Почему они раньше не могли выпустить данный ремастер? И я не удивлюсь, если в стенах Binax уже готов ремастер 3 Modern Warfare, и они банально откладывают ремастер, чтобы выпустить в такой срок, чтобы было куда прибыльнее для издателя. Ведь пользователи уже недавно спалили Sony и Naughty Dog с их Last of Us 2 и бесконечным откладыванием игры, но знаете, там причины и ситуации совсем другие. Но если выделять плюсы данного ремастера, безусловно, мне понравилась графика. Тут стоит отметить, что для 2018 года музыка, геймплей, даже несмотря на то, что он устаревший. Ну вот и все, в принципе. Ролик подходит к концу. Я надеюсь, вам понравился немного другой формат роликов. Бессценарный, чисто на импровизации такой. Да и он банально проще делается. А также, дорогие друзья, я бы хотел вас попросить распространить этот и другие ролики на канале, так как активности сейчас довольно мало по причине карантина. Помогите репостнуть эти ролики там ВКонтакте, в Твиттере и подобных соцсетях, чтобы узнало больше людей. Вы мне очень поможете таким образом, а для меня это будет мотивация делать почаще такие ролики. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы всегда узнавать о новых роликах первым, и жмите на палец вверх, если оно действительно вам понравилось. И напишите в комментариях, что вы думаете о ремастере Call of Duty Modern Warfare 2. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и скоро увидимся.